Знаю, вы ждали хардмод крышу, но я решил немного разбавить контент прохождением очень достойного мода Expanded and Enhanced. Если коротко о нем, то он очень сильно меняет геймплей, так как некоторые растения заменены на принципиально новые. А также там, как и в Brutalex, но не будем о нем, как-нибудь потом, есть разные вариации зомби и даже новые локации. Но прошу вас обратить внимание, этот мод не нацелен на усложнение игрового процесса. Он создан по большей части для казуалов. И я бы хотел, чтобы это стало некой традицией моего канала. Этот мод я также буду проходить без газонокосилок. Маленькая пометочка. Expanded and Enhanced очень похож и не похож на ванилу одновременно. Поэтому не удивляйтесь, что я буду резко перескакивать, например, с 3 сразу на 5. Так как некоторые уровни зомби и растений не изменили совершенно. И показывать вам по сути ванильную ПВЗ я не хочу. Изменения начинаются, как только мы зашли в игру. Первое, что бросается в глаза, это широкий экран, прямо как в Xbox версии ПВЗ. И меню, кстати, тоже очень похоже на то, что есть в Xbox версии. Ну что ж, давайте начнем. О, цветы вылезли. Огонь там был, видели? Так, стоп, что-то тут не так. Да, определенно что-то не так. Ага, у меня отключено 3D ускорение. Вот теперь все как надо. Как мы видим, у горохострела появилась шляпа, никакого предназначения у нее нет, просто для красоты. Шкала с уровнем также изменена, и смотрится она в разы красивее, чем в обычной ПВЗ. А вот и первый зомби-вариант. Что-то он должен делать, но я так и не понял, что именно. На волне выходит зомби с флагом, и тут у него есть весьма интересная особенность. Когда он съедает растение, на месте него вылезает могила. Сначала я думал, что тут будет как в хардмоде, после первой волны начнут вылезать могилы. Но нет, их делает зомби с флагом. Это такой тут зомби с конусом. После того, как мы сломаем его лед, он замораживает на некоторое время все растения в радиусе 3 на 3. Вот за что этот мод можно не любить, так это за облака, которые создают тени на лужайке. Это выглядит очень ужасно. Так, а вот на 1.4 уже действительно что-то интересное. Нам тут говорят, чтобы мы проходили тот уровень растениями, которые нам дадут. И что по нажатию правой кнопкой мыши по зомби на него налепится масло. Ну посмотрим, что нам дали. Подсолнух, орех, салат айсберг, 2 вишни и колючки. Салат айсберг — это, кстати, новое растение, которое вы могли видеть в ПВЗ-2. Работает оно также. Ставим его перед зомби, и когда тот начнет есть растение, он замораживается. Сам по себе уровень не вызвал никаких проблем. Боулинг тут самый обычный, поэтому переходим к концовке, где мы получаем этот самый салат айсберг. 1.6 был очень веселым, настолько, что мы сразу перемещаемся к концовке, где получаем конфетный горохострел, который схож с морозным. Он стреляет конфетами, которые не только замораживают зомби, но еще и накладывают эффект отравления, поэтому у него такая цена. В конце получаем призрачного перца. Опять же, ссылаясь на ПВЗ-2, он очень похож на Бонг Чоя. Если поставить его перед зомби на расстоянии одной клетки, то он начнет наносить ему урон, и притом достаточно неплохой. Кстати, зомби с ведром тут стал каким-то зомби-профессором, безумным ученым, ну или что-то типа того. Его особенность в том, что на расстоянии одной клетки он резко подъезжает к растению. А еще мне кажется, что у него меньше здоровья, чем у зомби с ведром. Но опять же, возможно, мне просто так кажется. Получаем репитера, которому, как и горохострелу, пририсовали шляпу, но у него это рыцарский шлем. 1.9 был невероятно скучным, поэтому сразу идем к 1.10. Ну или сразу к 2.1, где появляется не зомби с газетой, а зомби с мишенью. Здесь он похож на газетчика из хардмода. После ломания мишени он начинает бежать и съедать растения за один укус. Но хп у мишени и самого зомби столько же, сколько было и в ваниле, поэтому он вообще не проблема. В конце получаем лунный цветок. Все, что вам надо знать про него, это то, что он полное дерьмо. Лучше бы оставили солнцегриба, но нет, разработчики решили вместо него добавить вот это говно. Стоит оно 75 и, собственно, служит заменой солнцегрибу. Только вот эта замена, пожалуй, самая худшая. Солнце он дает достаточно долго и дропает всего 2 маленьких солнца, что в сумме дают 30. Иногда, конечно, он дает 2 больших или одно маленькое и одно большое. Но это ничуть не делает его хорошим растением. Все руинит скорость. В самом начале будет чертовски не хватать солнца, но зато в конце будет его переизбыток. А если играть с подсолнухами, то солнца будет хватать в самом начале и также в конце. Взял этот цветок только потому, что не знал, что он такое говнище. Это был очень интересный уровень, поэтому мы сразу перемещаемся в конец уровня и получаем лазерный боб, который служит тут заменой дымогреба. Но давайте о нем чуть позже, потому что на 2.3 нас заставляют играть растениями, которые за нас выбрали. К большому сожалению, среди них есть лунный цветок, могилоед, воздушный рейд горохострелов, причем 2, орех и золотой цветок. Последний при посадке дает 225 солнц. Таким образом мы остаемся в плюсе на 125 солнц. Хотел я высадить этот воздушный рейд, и случился вот такой прикол. Он не садится. Надо водить курсором и попадать по зомби. А этот рейд стреляет в обе стороны еще. Спустя некоторое время он начал вот так светиться. Сначала я не понял, к чему это, а потом... Прикольно.
Кстати, зомби с дверью теперь зомби курьер, доставщик, грузчик. Не знаю, последний вроде подходит больше. Идем на 2-4. Вот теперь давайте про лазерного баба. Он стреляет по всей линии лазером и сквозь дверь. Догадаться было нетрудно. Получаем очень нужный альманах, который я обязательно прочитаю. Мини-игра была легкой. Кто-то удивлен? Вот я да, потому что тут изменили анимацию молота. Ладно, вообще ни капельки не удивляет. На 2.6 появляется футболист. Или не футболист. Ну, будем считать, что это он. Если я не ошибаюсь, то он такой же, как в PvZ 2. То есть резко выбегает, ударяется об ближайшее растение и дальше просто идет. И слава богу, он умирает от одного саппорта, а не как в хардмоде. Но не будем о нем. Получаем огненный гриб, который работает очень интересно. Ставим его, и он в радиусе 3 на 3 бьет всех зомби огнем. А еще у него и хп много, что-то около ореха. Дальше у нас настолько интересные уровни, что мы сразу идем на бассейн. Первый уровень очень интересный, остановимся на втором. А если быть точнее, то в конце, где нам дают огненного горохострела. А вот 3.3 уже реально интересный. Тут у нас новый режим с закрепленными растениями. Опять этот цветок. Но кстати, его можно сажать даже днем. Но я все равно при возможности буду использовать подсолнух. Кувшин, кошка-камыш, золотой цветок, орех и кабачок. Вместо водолаза у нас тут зомби-краб. Ну что я могу сказать, кошки-камыши затащили этот уровень. Получаем... Что это? Ага, это у нас перекати сорняк, ну или что-то в этом роде. Работает он как орех в боулинге, но угол после попадания в зомби у него не такой большой, как у ореха. Наконец-то мы можем использовать огненный горохострел. Ура, магазин Дэйва открыт. Вместо двойного подсолнуха тут продается золотой цветок. Естественно, ничего покупать я не буду, как минимум потому, что у меня нет денег. А вот сейчас будет действительно интересно. Кто бы мог подумать, что 3.5 будет сложнее, чем в ваниле. Вы спросите, почему я это говорю? Ну не знаю, может это я такой невезучий, но мне просто не выпадали горохострелы. Но зато выпадали вишни. Но лучше бы, конечно, горохострелы были. Но главная проблема тут это футболист, который очень быстро бежит. А задержать его могу только орехом, ну или взорвать. Но как вы понимаете, тратить вишню на одного футболиста слишком затратно. Знаете, почему этот уровень сложнее предыдущих? Я там проиграл один раз. Как раз таки из-за футболиста, который побежал на пустую линию. Скоро вторая волна, а у меня одна пустая линия. Понимаете, насколько мне не везло с горохострелами? Прикол еще в том, что когда футболист добегал до газонокосилки, мне выпала вишня. Но поскольку он уже был близко, я хотел остановить игру нажатием на пробел. На паузе взять вишню, поднести вишню к футболисту и отжать паузу. Таким образом успешно взорвав зомби. А буст пауза делают очень много людей, особенно в каких-нибудь сложных модах, где каждое действие должно быть точным. Но в этом моде абуз паузой пофиксили, и когда я брал вишню и ставил на паузу, она возвращалась обратно. Сначала я этого не понял, но потом до меня дошло. Такой подставы я никак не мог ожидать. На второй попытке мне уже везло лучше, я прошел этот уровень. Получаем перец, который стоит тут 200, потому что он сжигает не только линию, но еще и ряд. На шестом уровне произошел такой прикол. Тут у нас появляется зомбони, как неожиданно. И как вы знаете, в ваниле его никак нельзя заморозить. Я думал, что в этом моде точно так же, но так чисто для прикола поставил перед ним салат айсберг и... Да, он заморозился, но помимо этого огненные горошины не размораживали его, хотя с остальными зомби разморозка работала. Ну, на этом интересная часть уровня заканчивается. Получаем колючки, идем сразу на конец 3.7, где получаем сладкую картошку, которая на расстоянии 2 клеток приманивает на свою линию всех зомби и даже зомбони. То есть она работает как чеснок, только наоборот. Правда, сначала я этого не понял, потому что не читаю описание, ну согласитесь, так ведь интереснее. И посадил картошку прямо перед зомби, поэтому тогда в ней не было никакого смысла. Ради разнообразия решил пройти 3.8 только колючками и всякими саппортами. И даже несмотря на дельфинов, все было достаточно легко. 3.9 и 3.10 мы пропустим и сразу идем на тот момент, когда мы получаем кислородные водоросли. Ну ладно. Переходим на туман. Это не туман. Мы что, под водой?